В эпоху мгновенного распространения информации, когда границы между реальностью и вымыслом становятся все более размытыми, интернет продолжает будоражить умы сенсационными новостями. Одной из последних вирусных сенсаций стала противоречивая заметка, сопровождаемая впечатляющими, но весьма спорными иллюстрациями о предполагаемых древних космических кораблях землян, раскопанных в Индии. Эта история, как и многие другие подобные ей, разделила интернет-сообщество на два лагеря – скептиков, требующих доказательств, и верующих, готовых принять на веру самые экстравагантные теории. Чтобы разобраться в этом феномене, необходимо провести глубокий анализ как самой истории, так и контекста, в котором она появилась. Итак, что же нам известно? Согласно этой неоднозначной публикации, события разворачиваются в одной из отдаленных индийских деревушек, чье точное местоположение намеренно не разглашается. Местная жительница, чье имя также остается в тени, вместе со своей семьей занималась рутинной работой, копала питьевой колодец. Достигнув глубины около 7 метров, они неожиданно наткнулись на некий твердый объект, который, по их словам, напоминал металл. При ударе лопаты об этот загадочный объект, по свидетельствам очевидцев, высекались витиеватые искры, словно от прикосновения к чему-то, обладающему необычными свойствами. Слух об этой необычной находке, как это часто бывает в небольших населенных пунктах, мгновенно облетел окрестности. Любопытствующие жители деревушки, охваченные азартом кладоискателей, начали строить самые невероятные предположения о том, что их односельчане наткнулись на древние сокровища, спрятанные под землей. Неизвестно, кто первым связался с властями, но информация быстро дошла до ушей местных чиновников. Уже через несколько часов на место происшествия прибыла группа археологических экспертов и высокопоставленных чиновников из Прадеша, одного из штатов Индии, ответственных за культурное наследие региона. Последующая неделя, согласно этой истории, была посвящена кропотливым и секретным раскопкам. И по утверждениям авторов заметки, археологи обнаружили целую серию неизвестных объектов, которые, судя по описанию, имели явно внеземное происхождение. Объекты были настолько необычными и загадочными, что, по мнению некоторых, могли перевернуть все наши представления об истории человечества и о том, что мы знаем о нашем прошлом. Эти космические корабли, если верить описаниям, были изготовлены из неизвестных материалов, обладали необычными формами и, возможно, содержали технологии, превосходящие все, что мы когда-либо видели. Но здесь возникает главный вопрос. Если это открытие действительно было настолько сенсационным, почему о нем не сообщали крупные СМИ? Почему ни один авторитетный новостной канал, ни одна уважаемая газета не упомянула об этом событии? Ответ на этот вопрос, как правило, является ключевым для оценки достоверности подобных историй. Единственным источником информации остается небольшая заметка, якобы опубликованная в местной газете, которая затем и попала в глобальную сеть. Достоверность этой заметки, учитывая отсутствие подтверждений из других источников, вызывает серьезные сомнения. В статье, содержание которой вызывает смесь восхищения и недоверия, утверждалось, что команда археологов отправилась в путешествие с целью переписать историю. Они якобы обнаружили под слоями земли впечатляющую коллекцию загадочных артефактов, раскрывающих тайны давно минувших эпох. Среди этих объектов, как утверждается, были найдены гигантские аппараты, по форме напоминающие сигарообразные НЛО, что немедленно породило множество самых дерзких и экстравагантных теорий о древних астронавтах и внеземных цивилизациях, посещавших нашу планету в далеком прошлом. Эти находки, по мнению авторов заметки, могут указывать на существование древней земной цивилизации,
которая обладала невообразимыми для современных умов технологиями и способностями к межзвездным путешествиям. Эти внеземные технологические реликвии могут стать ключом к той главе в истории человечества, которая, как предполагалось ранее, существовала только в легендах и мифах. Подобные заявления, безусловно, требуют серьезной проверки и научного подтверждения, прежде чем их можно будет воспринимать всерьез. Интересно отметить, что в последнее время Индия действительно становится местом обнаружения множества разнообразных и непонятных современным ученым артефактов, вызывающих вопросы и порождающих теории о древних цивилизациях и забытых технологиях. Например, не так давно в одном из древних храмов были найдены нетронутые капсулы с лунным грунтом, чей возраст, по различным оценкам специалистов, насчитывает тысячелетия. Как этот лунный грунт оказался в индийском храме? Кто его туда доставил и с какой целью? Ответы на эти вопросы остаются загадкой. После оповещения индийских властей об этой удивительной находке в тот храм, по некоторым данным, прибыла группа сотрудников НАСА и быстро эвакуировала лунный грунт в неизвестном направлении. Если эта информация соответствует действительности, то это поднимает множество вопросов о мотивах действий НАСА и о том, почему эта информация не была предана широкой огласке. Возможно, это свидетельствует о существовании каких-то секретных договоренностей или о том, что НАСА пытается скрыть от общественности информацию, которая может изменить наше понимание истории и космоса. Кроме того, в Индии существуют устойчивые легенды и предания о том, что в Земле зарыто множество НЛО, известных как виманы или вайтманы. Виманы, согласно древнеиндийским текстам, это мифические летающие колесницы, описания которых в некоторых случаях поразительно напоминают современные представления об НЛО. В древних текстах описываются виманы, способные перемещаться в космосе, вести сражения в воздухе и даже использовать оружие, похожее на современные лазеры. Могли ли эти описания быть основаны на реальных событиях? Возникает закономерный вопрос. Были ли рассказы о звездных войнах древних землян, столь красочно описанные в древнем эпосе Махабхарата, основаны на реальных событиях? Возможно ли, что человечество в глубокой древности действительно могло свободно путешествовать к далеким звездам, используя передовые технологии, которые были утрачены со временем из-за катастроф, войн или других факторов? Эти вопросы будоражат воображение и заставляют задуматься о возможностях, которые могли быть доступны нашим предкам, но о которых мы сегодня можем только догадываться. Даже если эта конкретная история, повествующая о раскопках в индийской деревушке и обнаружении древних космических кораблей, не является достоверной и представляет собой тщательно спланированную мистификацию, она все равно заставляет нас взглянуть на историю человечества под другим углом и помечтать о невероятных возможностях, которые могут быть скрыты от нас. В конце концов, история науки полна примеров, когда невероятные теории и смелые гипотезы, казавшиеся невозможными в свое время, впоследствии находили научное подтверждение и переворачивали наше представление о мире. Что же касается предполагаемых древних космических кораблей землян, раскопанных в Индии, то пока что нет никаких убедительных доказательств, подтверждающих эту сенсационную новость. Тем не менее, эта история служит прекрасным примером того, как легко в современном мире информация, даже самая сомнительная и непроверенная, может распространяться с огромной скоростью и вызывать бурные дискуссии в социальных сетях и на форумах. Важно помнить о необходимости критически оценивать любую информацию, поступающую из непроверенных источников, и не поддаваться слепой вере в сенсационные заявления,
не подкрепленные научными фактами и доказательствами. Критика и скептицизм – это важные инструменты для отделения правды от вымысла и для предотвращения распространения дезинформации. Прежде чем верить в подобные истории, необходимо задавать вопросы. Кто является источником информации? Какие доказательства они предоставляют? Есть ли другие источники, подтверждающие эту информацию? Если ответы на эти вопросы не удовлетворяют, то, скорее всего, история является выдумкой или, по крайней мере, сильно преувеличенной. В заключение стоит подчеркнуть, что тема древних технологий, возможных контактов с внеземными цивилизациями и загадок истории всегда будет привлекать внимание людей, вдохновлять на новые исследования и заставлять задумываться о месте человечества во Вселенной. Возможно, когда-нибудь в будущем мы получим неопровержимые доказательства существования древних космических кораблей землян или других сенсационных открытий, которые навсегда изменят наше понимание прошлого и настоящего. А пока что эта история остается лишь предметом дискуссий, воображения и критического анализа. Ваше мнение имеет значение, и мы будем рады услышать ваши мысли по этому поводу. Верите ли вы в возможность существования древней земной цивилизации, обладавшей передовыми космическими технологиями? Какие доказательства, по вашему мнению, могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию? Присоединяйтесь к обсуждению и поделитесь своим мнением.